Шеффилд, Англия, суббота, 15:02. Слева, у северных ворот стадиона хаос. Около 80 человек сходятся стенку на стенку. Шеффилдские фанаты против лицовских. Цепи, ремни, куски арматуры. Полицейские с дубинками пытаются разогнать толпу, но их отталкивают назад. Кто-то уже лежит на асфальте, кто-то бежит, кто-то наоборот идет вперед, не останавливаясь. 8 камер фиксируют происходящее. 22 офицера пытаются восстановить порядок. Все смотрят туда. Справа. Складской район Шеффилда. 2 минуты езды от стадиона. Тихо. В воротах промышленного ангара стоит фургон с лисовскими номерами. Приехал час назад, задолго до матча. Внутри 4. 2 из фургона, 2 из ангара. На полу между ними спортивная сумка. Ее содержимое стоит 10 миллионов фунтов. Разговор занимает 4 минуты. Сумки забирают, фургон разворачивается. В 15:20 он будет уже на М1 в сторону Лидса. В 15:25 закончится матч. Автобусы с болельщиками потянутся домой. Фургон смешается с ними. Кто остановит машину с лисовским шарфом на приборной панели, когда вокруг сотни таких же? Правильно, никто. Это не совпадение, это расписание. И человек, который его составил, в этот момент орет на трибуне вместе со всеми. Его звали Дина. Полиция знала его как футбольного хулигана. Это было его главное прикрытие. И это работало почти 5 лет. 4 людей сделали эту схему возможной. Сейчас вы узнаете, кто они. Дино Буцатти, сын итальянского мигранта, бывший боксер, бывший строитель, действующий босс. Средний рост, спокойная речь, привычка смотреть на людей дольше, чем им комфортно. Лучшее качество – он быстро понимал, чего человеку не хватает. Худшее – он умел этим пользоваться. Полиция знала его как одного из лидеров футбольной фирмы Лидс. Внутри Лидса его называли босс Бригейта. Сам он предпочитал слово «предприниматель». Детектив-сержант Колин Харт, Западный Йоркшир, отдел по борьбе с футбольным насилием. 17 лет в полиции, трижды номинировался на повышение, трижды не получил. Коллеги считали его слишком упрямым. Харт считал, что коллеги слишком быстро закрывают папки. Он был одним из первых, кто заподозрил футбольные хулиганы и наркотики. Это не два разных дела. Его не слушали. Пока. Манчестер. Поставщик. Настоящее имя материал дела не раскрывалось публично. В документах он проходил как М. Оптовый героин. Ему было нужна сеть. Томми Рельсакапс. 23 года. Лидс. По будням работает в мясной лавке отца. По воскресеньям развозит товар по 3 районам города. Он искренне любит Лидс Юнайтед. Наркотики воспринимал как подработку, последствия, как что-то, что случается с другими. 4 человека, 3 города и одна система. Начнем. Лидс в конце 70-х не тот город, что сейчас. Бывший промышленный центр, из которого постепенно уходят заводы, безработица, серые улицы, молодые мужчины без денег, без перспектив и огромным количеством свободного времени. В такой среде футбол был не просто спортом, футбол был идентичностью. Лидс Юнайтед при Дони Риве один из лучших клубов страны. Это были доказательства, что Лидс может быть сильным. А если есть символ силы, вокруг него появляются люди, готовые этот символ защищать. Так сформировалась Leeds Service Crew, органически, из молодых людей, которые ездили за командой на выезды и по дороге дрались с фанатами соперников. Сервис Crew называли поездной бригадой за способы передвижения, электрички, автобусы, иногда грузовики. Всегда вместе, всегда плечом к плечу. В этой компании появился Дино Буцатти. Ему было 17, и у него был уже главный талант. Он просто еще не понимал, насколько он опасен. Дино Буцатти был сыном итальянского мигранта и местной девушки.
Он вырос между двумя мирами, домашним столом и улицей. Улица победила. Дина рано понял вещь, которую многие понимают слишком поздно. Люди часто хотят не деньги и не власть. Люди хотят принадлежать к чему-то большему, к чему-то сильному. Дина запомнил это и использовал всю жизнь. Первый серьезный выезд – Манчестер Юнайтед против Лидса. Драка после матча у торгового центра. Дина дрался нормально. Но важнее было другое, когда остальные паниковали. Он не паниковал, и это заметили. К 22 он уже был одним из признанных голосов группировки. К 25 Бригейт был его. Бригейт – это главная улица Лидса, а кто держит центр, тот диктует игру. Чтобы понять Дина, нужно понять фирму. Это была не просто толпа хулиганов, это была структура. Сервис Крю в начале 80-х, несколько сотен человек. Но не все они были равны. Первый слой – обычные фанаты, матчи, шарфы, драки, желание быть частью чего-то большего. Они были настоящими болельщиками и почти ничего не знали. Их видела полиция, их фотографировали. Их Дина использовал как фон. Второй слой – внутреннее ядро. 20-30 человек, те, кому доверяли, кто не убегал, кто умел молчать. Они знали больше остальных, но не все. Каждый знал только свой участок. Томми Рельса был здесь. Третий слой – кухня. 5-7 человек. Те, кто видел всю схему, деньги, маршруты, контакты, дисциплина. Все замыкалось на Дина. Полиция про этот слой почти ничего не знала. Годами. Выездной матч – это отдельная культура. Автобусы из Лидса в 6 утра, несколько часов дороги, пиво, разговоры, громкая музыка. Потом стадион, толпа, полиция, шум. Полиция сопровождала автобусы до стадиона и обратно. Но полиция смотрела на людей, на лица, на шарфы, на тех, кто мог ударить первым. На сумки под сиденьями почти никто не смотрел. Дина это заметил и запомнил. Это был первый момент, когда футбольная логистика стала для него бизнес-инструментом. В начале 80-х Манчестер стал крупным узлом героинового трафика. Товар был, не было сети. М искал партнера. Его познакомили с Дина на нейтральной территории. Первая поставка пошла в ноябре 82-го. Автобус, 23 человека. В сумке одного из них небольшой сверток. Человек не знал полной картины, думал, что выполняет личную просьбу Дина. Все прошло чисто. На обратной дороге Дина смотрел на М1 и понял, это можно масштабировать. Следующие 2 года Дина строил то, что позже следователи назовут параллельной организацией. Снаружи все то же самое, сервис Крю, выезды, матчи. Бригейт по субботам. Полицейские фотографируют, документируют, составляют отчеты. Они думают, что понимают, с кем имеют дело. Внутри другая структура. Выездные автобусы делились на 2 типа. Тип А – чистые. Обычные болельщики просто едут на матч, ничего не должны знать. Тип Б – рабочие. Дина лично определял, кто садится в какой автобус. Ни один человек в рабочей цепочке не знал полной картины. Водитель не знал, что везет, человек на встрече не знал, откуда пришел товар. Человек на страховке не знал ни того, ни другого. Это принцип ячеек. Один провал не должен был разрушить всю сеть. Дина применил его к расписанию футбольного сезона. Каждый выезд Лидс Юнайтед становился одновременно маршрутом поставки. Чем дальше команда проходила в кубках, тем шире становилась сеть. Деньги возвращались в Лидс через несколько рук. В 1983 году Дина открыл строительный бизнес. Компания не приносила больших официальных прибылей, зато хорошо принимала наличные, и это было важно. 1984 год, Западный Йоркшир. Детектив-сержант Колин Харт получает докладную. Наркотики в нескольких районах могут быть связаны с футбольными хулиганами. Сам по себе документ не выглядит сенсацией. Футбольным насилием занимался один отдел, наркотиками другой. Между ними была стена. Харт идет в наркотический отдел. Там его принимают вежливо и объясняют у них свои дела, у него свои. Харт возвращался к себе. На столе 2 папки. Первая папка – сервис Крю. Драки, фото, имена, даты матчей. Вторая – наркотики. Брэдфорд, Шеффилд, Лидс. И снова имена, и снова даты.
Харт берет лист бумаги и начинает выписывать совпадения. Пока их немного, но достаточно, чтобы не закрывать вопрос. И это потом станет проблемой для Дина. Пока Харт складывал даты в одну линию, Дина продолжал жить так, будто ему нечего скрывать. По субботам он был на трибуне, громко, узнаваемо, на виду полиции. Его фотографировали регулярно, и это было удобно. Пока все смотрели на стадион, у Дина было алиби почти на каждый эпизод. Тысячи свидетелей, и все они орали вместе с ним. 85-й год. Брэдфорд. Один из людей в цепочке. Молодой, недавно вошедший во внешнее кольцо, попался на мелком хранении. Эпизод мелкий, несколько граммов. Для местной полиции обычная история, но Харт заметил детали в показаниях. Парень упомянул выезд, автобус, лиц. Он не признался ни в чем крупном, просто оговорился. Но теперь у Харта была не догадка, у него были повторяющие мотивы, матчи, автобусы. Одни и те же люди, одни и те же города. 86-й год, новый начальник. И впервые Харта действительно слушают. Харт достает старые бумаги, две папки, карту и начинает раскладывать даты. С одной стороны выездные матчи Лидса Юнайтед, с другой – поставки и задержания по наркотикам. Каждая крупная поставка, которую наркотический отдел фиксировал на севере, совпадала по дате с выездными матчами Лидс Юнайтед. Не один раз, не два. 37 раз за 2,5 года. После этого на Дина начали смотреть иначе. У него оставался примерно год. Этого было мало для суда, но достаточно для следствия. Главная проблема оставалась прежней. Дино Буцатти почти никогда не появлялся там, где шел товар. В момент сделки он был на стадионе с тысячами людьми вокруг. Взять его за одну поставку было почти невозможно. Нужна была не поставка, нужна была система. Следствие 8 месяцев документировало финансовые потоки, строительная компания, наличные, расходы, несоответствие между официальными доходами и образом жизни отдельных членов ядра. Октябрь 1987-го доказательную базу признали достаточной. Понедельник, 6 часов 12 утра, Дино Буцатти открыл дверь сам, но не выглядел удивленным, скорее человеком, который ждал этот день. Просто думал, что он придет позже. Адвокат приехал через 40 минут. На допросе Дино говорил мало, коротко и спокойно. Как человек, который давно репетировал этот разговор. Часть эпизодов рассыпалась, информатора пытались дискредитировать, но общей конструкции хватило. Итого 12 лет за организацию преступного сообщества и сговор. Несколько членов ядра взяли вместе с ним. Томми Рельса получил 4 года. Строительная компания была ликвидирована. Когда следователи наконец сложили все вместе, маршруты, деньги, роли и молчание, один из офицеров сказал: «Эта организация лучше, чем наш отдел». Никто не засмеялся, потому что это была не шутка. Дино Буцатти не придумал футбол, не придумал насилие или наркотики. Он понял другое. Если люди уже едут вместе, дерутся вместе, молчат вместе, значит, у тебя уже есть сеть. Люди в Serious Crew не были просто курьерами. Они были болельщиками, настоящими болельщиками. Они ездили на выезды, кричали на трибунах, ненавидели соперников, верили, что защищают свой город. Просто у некоторых из них по дороге домой в сумке лежало кое-что лишнее. Когда полиция смотрела на них, они видели хулиганов. И не ошибались. Просто они были не только хулиганами. Стадион, автобусы, шарф. Идеальное прикрытие, пока кто-то не посмотрел на две папки одновременно.